Привет, друзья! Вы смотрите нас на канале в центре Бразилии. И сегодня мы вам расскажем, что такое карнавал. Ну, поехали! Карнавал – это самый массовый, самый известный праздник, чьи корни лежат глубоко в истории Бразилии. Изначально карнавал – это религиозный праздник, суть которого в том, чтобы перед Великим постом, во время которого верующие люди придерживаются строгой диеты и должны думать только о делах духовных, нагулялись, напились и удовлетворили свои утехи на долгое время. Слово «карнавал» произошло от слияния двух португальских слов – «карни» – мясо и глагола «ливар» – «взять с собой». Получается, этот праздник забирает с собой все мясо из организма, очищая его перед началом Великого поста. Как и у любого церковного праздника, тайминг у этого события весьма строг. Начинается он в пятницу в 12 часов, длится ровно 5 дней до полудня среды. И эта среда по церковному календарю называется пепельная среда, ровно за 46 дней до Великой Пасхи. Другое дело, что в Бразилии праздники длятся всегда дольше обычного. Тут действует негласное правило, что между Рождеством и карнавалом серьезные дела не делаются. Все работают в половину силы. Лето же. Угадайте, сколько официальных выходных дней приходится в Бразилии на неделю карнавала? Может, 3 дня? Может быть, 2 недели? Нет, 0. В Бразилии официально неделя карнавала является рабочей. И только в штате Рио-де-Жанейро на эту неделю выделен 1 выходной день. Чем Бразилия похожа на Россию? Тем, что тут всегда есть другой путь. И тут неофициально одобрительным считается ситуация, когда работодатель отпускает своих сотрудников в неделю карнавала домой за счет компании. Кого-то только на 1 понедельник, а кого-то даже на всю неделю. Современный карнавал – это музыка, полуголые тела, ритмы, площадка для массовых знакомств, а также большой-большой магнит для иностранных и внутренних туристов. Столицей карнавалов считаются города Рио-де-Жанейро, Ресифи и Сальвадор. Все эти города расположены на побережье. Там в основных мероприятиях участвуют сотни тысяч человек. И примерно столько же площадок, где проходят официальные карнавальные мероприятия, есть по всей остальной стране. Мы выбрали 3 самые разные и контрастные площадки и решили их посетить. Первая площадка расположена в Вилле Планалта. Когда-то это был временный городок строителей, которые выстраивали новую столицу Бразилия. Но после окончания строители просто не захотели уезжать, а денег на квартиры в домах, что они построили, у них не было. Потому сейчас это самая элитная захолустная деревня, что находится между дворцом президента и зданиями министерств и посольским сектором. Давайте послушаем немного и окунемся в атмосферу событий. В глаза бросаются нестандартные костюмы, от которых у некоторых депутатов Государственной Думы России случится нервный шок. Но тут карнавал не стали запрещать даже их коллеги времен военной диктатуры. Точнее, они запретили. Но люди плевать хотели на такие запреты, и закон быстро отменили. Власти не хотели просто выглядеть дураками. Карнавал – это куча полуголых тел, танцующих под разную музыку. Да-да, именно под разную. Существует мнение, что карнавал – это самбо. На самом деле это не так. Знаменитые самбодромы проходят только в Рио, Сальвадоре и Ресифе. А тут своя самбо. Спорим, вы ожидали другое? Неупорядоченная парковка, мелкие палатки,
где можно купить все, от алкоголя до, догадайтесь сами. Местами курящие, но повсеместно пьющие люди производят положительное впечатление только на таких же людей, как они сами. Я точно не могу сказать, что у нас церковное воспитание, но на нас такое зрелище впечатление не произвело. А вот я лично видел пример, как тут легко познакомиться с лицом противоположного пола. Прям-таки очень легко. Правда, лично мне устраивать свидание под громкую музыку и куча мусора под ногами не нравится. Насмотревшись на такие, вот такие и даже вот такие костюмы, мы решили поехать на другую площадку. Хотя и площадок много, но мы захотели поехать на весьма необычную. Город Бразилия искусственный. В самом центре тут много незаполненных пространств, красивые пейзажи. Потому путь на наших видах транспорта ожидался около 30 минут. Я ожидал, что мы поедем на тот самый танцпол, где все танцуют голыми в костюмах Адама и Евы. Услышал вдали электронную музыку и решил, что вот оно. Подъехав поближе, оказалось, что это одна из самых массовых. Да-да, именно так, одна из самых массовых и центральных площадок. В чем тут отличие? Те же люди, те же фрики, есть целые костюмные инсталляции, если так можно, конечно, сказать. Все одинаково. Только тут рядом транспортный хаб, считающийся нулевым километром, поэтому и народу больше. Ах да, стиль музыки немного другой. А в остальном все то же самое. У кого-то красивые, у кого-то откровенные костюмы, да и только. Та же торговля, туса, куча людей. Мы же с бразильским другом Луиджи приехали в Центральный парк. Тут целых две площадки. Одна в закрытом выставочном центре не сильно отличается от остальных, а другая абсолютно необычная, которой никто не ожидал. Смотрите сами. Заметили что-нибудь необычное? А я вот сначала заметил, что на плакате написано, сколько стоил этот праздник. Налогоплательщики должны знать, на что идут их деньги. Тут заплатить тройной гонорар какому-нибудь Газманову и скрыть это не получится. Кстати, вход на все городские площадки, расположенные на государственной земле, бесплатный. Те, кто выступают со сцены, поют кавер-версии на старые или не очень старые местные и зарубежные хиты. Тут это считается нормальным, потому что знаменитых исполнителей на все тысячи площадок не хватит. Никогда не хватит. А ограничивать из-за этого веселья не по-бразильски. А вот и ответ, что не так на этой площадке. Она специально для детей. Тут нельзя курить, пить спиртное. За этим специально следят. Зато можно стрелять во всех искусственным снегом, запускать хлопушки и мыльные пузыри. И знаете, вот такой карнавал нам почему-то нравится намного больше. А если вдруг вы устали от карнавала и хотите разнообразить досуг, то рядом есть парк развлечений с аттракционами средней экстремальности. Билет на любой аттракцион стоит 20 реалов. Это $4 США или 300 рублей. Но за 100 реалов или 20 долларов или 1500 рублей можно взять безлимитный билет. Кататься на всем, чем угодно. Не в этом ли счастье? Подведем итог. В отличие от расхожего заблуждения представителей воспаленных умов, никто голым на карнавале не ходит. Мало того, тут есть строгий закон, что костюм может быть каким угодно откровенным, но те самые места он должен закрывать. А то, что вы видите фотографии с полуобнаженными девушками, танцующими на красивых самбодромов, так это уже старое исключение, сделанное ради искусства. Сейчас такого уже нет. Зато карнавал – это отличное место, где можно познакомиться с местными людьми. Карнавал – это скорее важный культурный маркер, помогающий привлечь больше туристов в страну и вытащить местных на очередную тусовку. Кто от этого выигрывает?
Вот они, представители малого и не очень бизнеса. Торговцы всех мастей, парки развлечений, отели, закусочные. А вот проигрывают от всего этого местные власти и обычные труженики, которым потом приходится убирать весь этот беспорядок. Зато на карнавале, глядя вокруг на это безумие, понимаешь, что это организовано для людей. Для разных людей, от неформалов до детей. И никакие желания властей, которые во все времена хотят чего-то ограничить, запретить, регламентировать, не сработают, пока у людей есть воля. Пусть даже такая воля, как праздновать и развлекаться. Вы смотрели нас на канале В центре Бразилии поднять паруса, дует ветер свободы.